Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, как женщине завоевать, соблазнить, привлечь внимание мужчины. И женщины, конечно, многие мечтают, чтобы мужчины это делали, но сейчас таких днем с огнем не сыщешь, поэтому женщине приходится действовать самой. И меня кто-то просил снять это видео на эту тему. Вуаля, я снимаю. Это видео, кстати, не только для женщин, но и для мужчин. Буду очень благодарна за обратную связь. Как вы оцениваете то, что вы услышите в этом видео, дорогие мужчины, и сработает это или нет для вас? Конечно, если говорить о неравенстве, то есть такой момент между мужчиной и женщиной. Женщине достаточно стрельнуть глазками, взмахнуть ресницами, как из песни, да, хлопай ресницами, взлетай. И мужчина уже поймет, что эта женщина как-то на него не так обычно смотрит. И мужчины, в принципе, идут больше навстречу, чем женщины в плане знакомства. Они даже будут очень рады этому, приятно, когда женщина тебя выделяет. Вот. У мужчин, конечно, по-другому. Мужчины не могут так вот, не знаю, ходить там, улыбаться каждой женщине. Ну и как-то женщины могут понять, что какой-то он странный. Встречают по одежке, а провожают по уму. И, конечно, мужчины визуалы. Женщины во все времена уделяли большое значение своей внешности и всегда там следили за волосами, как, например, раньше было на Древней Руси. Женщины заплетали в косу волосы, и когда хотели привлечь в свое внимание мужчины, они расплетали, и как вот в замедленной съемке делали вот так вот, и там все штабелями ложились. Вот чтобы многие мужчины ложились штабелями, я сегодня расскажу, как это сделать. Конечно, красота — это не гарантия того, что у вас все сложится в жизни, и можно вспомнить секс-символ Мэрилин Монро, когда вот это было такое сочетание редкое и удивительное, ангельская внешность с таким очень ярко выраженным эротизмом. И многие мужчины хотели бы положить в то время мир к ее ногам, но тем не менее такая красавица и такой законодатель вот какой-то сексуальности была одинока и, в общем-то, несчастная. Поэтому это не гарант, но тем не менее большое значение мужчины придают внешности. Я буду, конечно, говорить сегодня, то есть это вообще такой большой-большой комплекс всех манеры, поведения, язык тела, какая-то походка, которая очень привлекает мужчин и выделяет, потому что женщине тоже хочется быть особенной для своего мужчины, и мужчине тоже хочется быть особенным. У нас вообще много желаний повторяются друг с другом, поэтому вот чтобы быть вот этой тоже особенной и вообще проникнуть просто в сознание и в голову мужчине, чтобы, вы знаете, так крепко очень засели, и мужчина просто был обезоружен, обескуражен и вообще даже не думал ни о ком другом. Что касается внешности, я против какой-то вульгарности, вульгарной одежды, мини-юбки. Не надо одеваться как девица из Мулен Руж, выставлять все свои прелести. Мужчины, кстати, очень быстро считывают таких женщин, еще потом женщины обижаются, что к ним подходят к непристойным предложениям, там до пупка у нее декольте, все вываливается, юбка там еле прикрывает вообще все прелести. В общем, я такое не люблю. Вот, то есть одеваться нужно так, чтобы мужчина хотел раздеть вас, просто вот глазами представить, потому что мужчины сразу, когда видят женщину, они представляют примерно ее без одежды, скажем так. Декольте — это красиво, когда вот эта часть открыта. Если декольте, то высокое, никакой, в общем, вульгарщины. Мужчинам очень нравятся длинные блестящие волосы. Это вообще волосы показывают, как и чистое тело, здоровье, что женщина здорова, и это очень сильно привлекает на таком биологическом уровне. Минимум косметики, очень деликатный. Я могу сказать, что это уже 1000 раз проверено. Многие мужчины не могут иногда отличить женщину с косметикой или без. То есть косметика, конечно, должна подчеркнуть естественность, без там красных губ, без смоки айса. А если это еще все вместе, это, в общем, тушите свет просто.
И если вы хотите выглядеть бомбезно перед мужчиной, шпильки. Это просто беспроигрышный вариант. Каблуки действуют просто беспроигрышно. Чего мужчина так сходит с ума по этим туфлям? Потому что они очень подчеркивают всю красоту ноги женщины. Здесь должно быть сочетание туфлей с очень красивой походкой. Вспоминаем опять Мэрилин Монро, которая ввела в моду вот это вот очень женственное покачивание бедер, как из фильма, помните, «В джазе только девушки», когда она на перроне шла и вот так вот покачивала бедра. Походка должна быть плавной, легкой, как будто вы никуда не спешите. Вот сейчас очень много женщин, которые спешат, еще у них в голове куча всяких проблем, и это прям на лице очень считывается. Что вы не должны смотреть в пол, должны идти и смотреть прямо. Это я просто говорю вот самый первый такой момент, когда мужчина видит женщину и как бы он хотел, чтобы женщина выглядела. Знаете, многие женщины сейчас в побеге за этими материальными благами, много работают, женственность уходит флирт. Флирту большое значение раньше придавали. Когда мужчина четко сразу определяет, когда у него, знаете, в голове сразу такая строка, что передо мной женщина. Вот есть такое понимание, что женщиной нужно родиться. Если ты не родилась женщиной, то здесь уже, конечно, история Пигмалиона может быть. Поведение женщины с этим флиртом должно разогреть сердце мужчины, должно привлечь очень так манко, очень ненавязчиво. Конечно, еще очень важный фактор, когда мужчина чувствует от женщины сексуальность. Надо сексуально не что-то строить из себя и где-то там вот поначитаться в гламурах, как быть сексуальной. Сексуальность, она изнутри идет. Если вы сами себя сексуально чувствуете, то мужчина это будет считывать и слетаться, как пчелки на мед. Потому что сексуальность никак не зависит от внешности. Мощное оружие у женщины — это взгляд. Это вот какое-то магическое притяжение может произойти, когда вот просто глаза женщины встречаются с глазами мужчины. И можно чуть-чуть приоткрыть, такой прищур сделать. Мужчина поймет, что именно для него вы делаете этот взгляд. Что ж, я перечислила такие базовые, скажем, моменты, когда женщина может этим самым просто без слов уже привлечь к себе внимание. Ну а дальше, как женщине заговорить с мужчиной, если вы понимаете, что мужчина тут на крючке, ну в хорошем смысле, я, конечно, с шуткой говорю, то есть когда мужчина уже просто на вас вот так вот может смотреть с интересом. Конечно, когда нам нравится человек, хочется побольше его видеть и попадаться на глаза этому человеку. Мужчины тоже это делают, и поэтому, если вам нравится какой-то мужчина и вы хотите его завоевать, нужно почаще быть там, где он. Приступаем к следующему этапу, и должно произойти уже какое-то взаимодействие. Знаете, раньше были такие двери деревянные, очень тяжелые, и тогда только кавалер мог отворить эту дверь. Женщина просто при физической своей слабости не способна была на это. Сейчас, конечно, уже таких дверей нету, но это такая фишечка. Попросить мужчину о каком-то одолжении, о какой-то просьбе. Хоть, может быть, женщина сама это может сделать, но мужчине будет приятно. Распространенный ход — что-то кинуть у ног, ну или где-то не у ног прям совсем, но рядышком, и мужчина, конечно, как джентльмен, он, чтобы женщина не наклонялась, он поднимет, и таким образом уже может произойти какое-то взаимодействие и общение им. И, конечно, мужчине на слух очень приятно слышать более такие нежные слова или более нежный какой-то мелодичный шепотом голос. Поэтому вот когда, если мужчина уже поднял там платок, перчатку, что-то такое, там, не знаю, в фитнес-клубе браслет можно опрокинуть, и что, ну, в общем, да, у кого какая фантазия, и здесь уже можно таким голосом показать. Например, у мужчины
голос меняется при симпатичной ему привлекательной женщине, а мужчины хотят занизить голос, они как бы хотят показать вот эту мужественность, а женщины, они более таким шепотом разговаривают, нежным, вот, показывают вот эту нежность. Или второй вариант — говорить сексуально. Например, сказать не «здравствуйте», вот так вот, как обычно, а «здравствуйте». Это уже меняет ситуацию. Мужчины тут тоже уже будут ушки навостро. Знаете как, действуйте так, как будто у вас уже вот есть один шанс. Немножко какой-то, чтобы мэджик произошел, волшебство какое-то произошло. Надо отдаваться этому полностью, так, как будто это вот последний шанс, и больше его не будет. Как еще соблазнить? Открытый рот. Знаете, даже фотографии, когда модели фотографируются, у них часто бывает, фотограф просит приоткрыть немножко губы, рот приоткрыть, и это дает такую сексуальность, особенно вот сочетание с такими пухлыми губами. Ну и вообще вот просто вот это вот такие губы на лице, они сразу подчеркивают, что вы заинтересованы в этом мужчине. Да, такое немножко можно быть тигрицей, потому что мужчина это заводит, как мотор автомобиля. Но еще, конечно, как показать, что тебе нравится мужчина? Это, конечно, вот так вот крутить волосы. Мужчины тоже прекрасно это знают. Когда женщина так делает, то это очень верный шаг к тому, что вы женщине очень нравитесь. В какой-то момент нужно будет уже заговорить. И здесь сразу вспоминается Клеопатра, царица, которая не обладала, кстати, какой-то особенной внешностью, даже где-то очень была нестандартная внешность, и рост у нее был не очень высокий, потому что мужчинам, конечно, нравятся высокие женщины, в большинстве своем такой вот модельный тип, но она была, конечно, очень образованной, очень придавала большому значению своему развитию. Она знала 8 языков, она много интересовалась чем, но самое главное, она очень хорошо могла чувствовать мужчину и слушать его. Ну и на этом этапе, да, если соблюсти все то, что я перечислила, вот здесь может произойти такой затык, потому что если вы откроете рот, а перед мужчиной окажется, и мужчина почувствует, что перед ней глупышка, то здесь все можно этим испортить. И всем мужчинам нравится, когда их слушают. Когда мужчина будет понимать, что вы очень заинтересованы в нем, мужчина поскорее попытается открыться вам. Женщина, конечно, чтобы вот так оставаться в фаворитках, да, чтобы вот мужчина продолжил думать только о вас, немножко надо удивлять. Знаете, не надо быть какой-то одинаковой. Мужчинам нравятся девушки открытые, веселые, такие, которые готовы и над собой посмеяться, да, не надо из себя снежную королеву строить, какие-то там стены возводить. Знаете, есть такое выражение: красоте можно устоять, а обаянию нет. Вот чтобы вот это вот многим мужчинам тоже вот это обаяние нравится в женщинах. Вообще обаятельные люди нравятся гораздо больше, чем какие-то снежные королевы. Но мужчинам нравятся еще вот такие немножко таинственные женщины, где-то загадочно, чтобы уже была, чтобы, ну, не было вот такое, что как открытая книга, вот как раз вот эта вот простота. Все сразу вы там, все сразу мужчина про вас понял, и мужчине сразу становится неинтересно. Женщина должна быть еще и воспитанная, то есть если женщина откроет рот, а там какая-то грубость, мат, что мужчина не приемлет. Такой вот она нашла своего другана на районе. Ну нет, такое точно не подойдет. Конечно, мужчины очень любят, когда их хвалят, поэтому можно аккуратно сделать такой приятный комплимент, и мужчина обязательно это оценит. Ну и вот, в общем, когда вы заговорили, да, уже произошло общение, есть такая тактика горячо-холодно. Кто-то к этому плохо относится, но здесь тактика эта работает хорошо, когда, знаете, вот без лишней навязчивости, когда вы вроде бы даете вот это внимание мужчине, потому что, понимаете, обязательно должно быть гендерное различие, и все-таки мужчина должен чувствовать себя мужчиной, а не то, что уже его завоевывают прям уж по полной. Да, то есть вообще идеальное, вообще
идеальное вот такое вот, на мой личный взгляд, завоевывание мужчины, это когда мужчина сам не будет понимать, что его там, скажем так, завоевывают. Да? Женщина подтолкнет мужчину аккуратно, вот так вот, опять же, по-женски, она все знает, как это сделать, как бы направит мужчину, даст понять, что мужчина интересен, и мужчина уже дальше это все потом доработает и проявит тоже инициативу. Мужчина очень любит еще доброту чувствовать от женщины, поэтому будьте тоже добрыми. И еще такая фишка — это кроткий такой взгляд. Когда женщина опускает глаза, это, кстати, тоже издавна пошло, когда женщине нравился мужчина, она опускала глаза вниз. Ну и вообще это, когда тебе человек нравится, ты начинаешь бояться смотреть ему в глаза, ты теряешься, не знаешь, как себя вести. Это мужчины тоже так и у мужчин тоже, поэтому вот. А потом в интернете все пишут: подскажите, он на меня вообще не смотрит, я что, ему не нравлюсь, и так далее. Там как раз пишут: да наоборот, ты нравишься. Ну, в общем, давайте подведем итоги, да, внешность, обязательно вы должны чувствовать себя внутри желанной, сексуальной, походка, плавная, грациозная, с прямой спиной, такая походка королевы, выделяться из толпы, но слушать мужчину, быть внимательной, интересной, освоить соблазнение, потому что я уверена, что каждая женщина это умеет. Женственность обязательно. Вот это я очень хочу подчеркнуть, чтобы женщина оставалась обязательно женщиной. Сейчас мы живем в такое время, когда уже мужчины ждут, когда их будут завоевывать. Я против того, чтобы женщина шла против своей природы и полностью убрала всю мужскую часть на себя. Поэтому вот в видео я описала какие-то такие именно женские такие вещи, которые каждая женщина, я уверена, от природы умеет или умеет это развить. Поэтому нужно развивать все. Мужчины, знаете, у нас сейчас пошли требовательные. И я желаю вам в этом удачи. И спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока.